Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург, в студии Саша Карельский с отличными новостями. И сегодня новость, которая касается непосредственно команды Алга Петербург. В преддверии Нового года к нам в студию начали приходить посылки. Посылки из Казахстана. И вот одну из них мы совсем недавно получили. Так, что тут у нас? Казпост. Да. Ну что, я думаю, сразу нужно открывать. Давай, Вань. Только давай не как в прошлый раз. Все съестное тебе, а все не съестное Все мне. по-честному. Так получилось, что посылка еще бы немного и отправилась обратно в Казахстан. Но как здорово, что отправитель написал нам сообщение на WhatsApp и сказал: ребята, вы получили посылку? Мы сразу начали проверять, нам выслали трек-номер, и оказалось, что срок хранения подходил к концу и оставался буквально один день. Ваня Червинский пулей метнулся на почту и принес большую посылку, которую мы тут же распечатали и даже сняли для вас реакцию. Но, к сожалению, по техническим причинам реакция в полной мере не заснялась, и поэтому у нас есть только один крупный план того, что нам пришло в этой посылке. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть содержимое этой посылки вместе с нами, а параллельно я буду читать вам письмо, которое было адресовано специальной команде Алга Петербург от отправителя данной посылки. Посылку нам прислала Аккубекова Сауле из Алматы. Здравствуйте, Саша и Ваня. Вот, решила по-старинному написать небольшое письмо. Надеюсь, моя посылка дошла до вас в целости. В ней немного гостинцев из Казахстана, шоколад и сладости нашей кондитерской фабрики «Рахат». Слово «Рахат» переводится как «наслаждение», «блаженство», «удовольствие». Надеюсь, гостинцы вам понравятся. А ты знаешь что? Я вот сегодня говорил с одним иностранцем, пока не буду говорить с кем, потому что это сюрприз. Вот, и мы с ним разговаривали про Казахстан. Я ему говорил о том, что тебе надо съездить в Казахстан. Говорю, там самая вкусная еда, которую я когда-либо пробовал. Он так заинтересовался. Также дарю вам футболки. Очень надеюсь, что с размерами я не ошиблась. Футболки выпущены к празднованию 175-летия великого Абая. Если помните, одно из известных и популярных произведений поэта и мыслителя Абая Кунанбаева – это слова назидания. Их 45. Это, конечно, не просто слова, а 45 небольших абзацев, в которых автор рассуждает о жизни, о природе человека, о необходимости подобающего поведения и дает советы. Друзья, как видите, я уже примерил на себе эту отличную футболку. По мне так сидит она просто как влитая. Так что еще раз спасибо за такой фантастический подарок. Кстати, у Вани есть своя футболка, поэтому переходите на канал Эхо Питера, там вы увидите его подарок. В качестве сувенира примите от меня еще и книгу. Ребята, я регулярно смотрю ваши выпуски на обоих каналах на YouTube. Мне нравится, чем вы занимаетесь, как преподносите новости, как пробуете различные проекты, как с любовью продвигаете творчество Димаша. Я подписана под именем S Sunlight, в Instagram под именем Сауле Акки или Аки. Ты пока, Вань, смотришь книгу, Сауле написал немножечко о себе. Немного о себе. Я выросла и до недавних пор жила и работала в городе Атырау, это западный Казахстан. Несколько месяцев назад мы с мужем переехали в Алматы. У меня есть сын вашего возраста и дочь возраста Димаша. Хотя я из Казахстана, но узнала Димаша только в прошлом году с конкурса The World's Best. И с тех пор я слушаю песни Димаша, периодически сижу в интернете, слежу за его творчеством, смотрю реакции на Димаша, особенно зарубежные, и смотрю выпуски на ваших каналах. Я желаю вам, ребята, удачи во всех ваших начинаниях, успеха вашим проектам, будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Я очень надеюсь, что пандемия закончится скоро. Придумают вакцину, мир вздохнет и откроются границы. Люди начнут путешествовать, и Димаш снова будет давать концерты. Всего хорошего, Сауле. 10 ноября 2020 год. Уважаемый Сауле, спасибо вам большое за то внимание, которое вы уделили нашему каналу. Большое спасибо за гостинцы и подарки к Новому году. Особенный подарок я хочу отметить
Это вот эта замечательная книга, которая очень сильно нам поможет действительно узнать историю, культуру и особенности менталитета казахстанцев. Я думаю, эта книга станет не только отличным украшением на нашей библиотеке студийной, но и прекрасным помощником в освоении многих аспектов культуры этого народа. Книга просто фантастическая. Я вот уже даже несколько глав прочитал. И если вам будет интересно, я даже готов сделать отдельный цикл передач вот как раз благодаря этой книге. Слушай, книга какая интересная. Я вижу прям. Класс. Смотри, здесь почти все самые важные слова есть. Да? Наурус. Наурыз, праздник весны. Наурыз, да. Ботагос. Что это? Самые красивые девичьи глаза с поволокой не сравнятся с удивленными печальными очами этого пушистого живого комочка на ходулях, да еще с такими на редкость длинными ресницами. Поэтому и называют любимых дочерей ботагос, глаз верблюжонка, на который не наглядеться. Казахский этикет уходит корнями в глубокую древность, и книга эта призвана раскрыть мифологическую и философскую основу понятий, которые с годами отшлифовывались в морально-нравственные нормы поведения, незнание которых в Великой Степи могли привести к неожиданным результатам, а то и смертельной опасности. Поэтому, прежде чем касаться непосредственно степного этикета, расскажем о мировоззрении кочевника, его поэтическом восприятии окружающего мира. В общем, друзья, на следующий 2021 год эта книга станет нашей настольной книгой. Я думаю, что она очень сильно поможет нам в подготовке к нашему большому путешествию в Казахстан, которое, я надеюсь, состоится в новом 2021 году. Ну что, круто. хочется сказать только большое спасибо Сауле за такие шикарные подарки и за то, что действительно сделали нам такое праздничное настроение перед Новым годом. Спасибо вам, Рахмет. Рахмет. А вам, уважаемые Сауле, мы желаем крепкого здоровья и удачи вашим близким. Алга. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.